Ну что, ребятки, всем привет! Наконец-таки мы добрались до того дня, когда можно будет записать ролики о том, что такое дефолты, как они играются, как играют крайние, как поднять, в принципе, эло в соло на тех или иных картах. Ну, в общем-то, в любом случае, смотрите, сопереживайте, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии, поэтому мы начинаем. Погнали! Наша любимая карта — это Демираж. Сегодня мы поговорим о дефолтах, как играют крайние, в принципе занимаются у нас мидл, что мы можем для этого сделать. И также немножечко потом поговорим, скорее всего, о защите. В общем, дефолт — это как бы череда действий ваших таких, которые чуть ли не раз за разом повторяются. То есть либо это на 5 человек, либо это на одного человека, либо это на двоих, не имеет значения. Что мы можем предпринять на Мираже? Будем разбирать вещи, которые будут работать и в командном Counter-Strike, да, то есть это именно в соревновательных вещах, и также на Фейс-Сити или на Премьере. Но какие-то вещи будут, естественно, где-то работать больше, где-то работать меньше. Но постараемся в любом случае накидать базы, и от этой базы вы уже в дальнейшем будете отталкиваться. Давайте разберем, например, дефолт номер 1. То есть у нас будет быстрый, активный дефолт. То есть что нам для этого нужно? Мы скидываем смог, например, в окно, инстак. Мы скидываем смог-коннектор. Ну, только который закрывает. У нас на мидл могут идти 3 человека и 2 по краям. Один игрок у нас играет либо ковры, либо яма, либо у нас играет ковры, либо подвал. С подвалом игрокам на миду будет немножечко легче. После чего, когда мы прокинули 2 смока, либо основной в окно, либо оба, если есть такая возможность и соперник нам позволяет, мы должны знать, что мы делаем. Если мы играем, естественно, в команде, то каждый поймет, что там ему кинуть, какие флешки, это все разобрано. Но если мы берем Faceit вариант, то, естественно, это, условно говоря, флешка ВП, которая лопается над головой у чуваков вот здесь, чтобы, да, поджим ослепить, выпад с коннектора, авик, который мог запрыгнуть в зиге. И также можно попросить просто самому себе, точнее, накинуть, либо же попросить какую-нибудь флешку за спину. И здесь у нас начинается набор действий игрока. То есть, например, можно на фейсе, там, не знаю, на любых левелах это работает. Даже на десятках есть челы и есть катки, где мужик берет Мак-10 и просто бежит. Потому что здесь смог никто не развеивает, здесь смог никто не развеивает. И пока вот эти два гаврика втыкают, он бежит. И вот так вот. И все, и вышел на Б. Но если мы, например, понимаем, что соперник немножко сопротивляется, соответственно, развей, то есть авик в окне, в коннекторе, где-то что-то, задача следующая. Игрок подвала, он может как бежать быстро, да? Мы тогда должны понимать, что его слышат и о нем могут дать инфу. Но, опять же, Faceit, кому не пофиг. И 3 игрока работают здесь. Дали смоки, флешки ВП можно дать за спину. Все, выходим. Либо по ближней, либо по дальней, тут уже как вам нравится. И задача занять плюс-минус сейвовые позиции на определенный момент. То есть это можно встать здесь, за белыми. Там, правда, молика из холодильник, дельпан, стул. И начинается вторая такая стадия, это занимание новых позиций. То есть после чего обязательно нужно докинуть смог окно, сейвовый, да, чтобы никого не прибило, не убило. И у нас есть на карте в миду 2 ключевые позиции. Это вверх-вниз и есть коннектор. То есть что мы делаем с коннектором? Если же это Faceit, напоминаю, многих вещей и игроков здесь не будет находиться, но игрок подвала может добежать здесь на плюс В, либо медленно. Тут уже как бы он может попросить флешку от чуваков на мид, чтобы сюда открыться, если он боится, что здесь стоит авик, либо же калаш какой-нибудь. Если здесь просто рифла, то не страшно, можно как бы взять дуэль. Если авик, ну, скорее всего, 10 из 10 это труп. Задача его следующая: либо он, либо его тиммейты прокидывают смог коннектор, для того, чтобы здесь игроки с базы не получали информацию, и отсюда также никто не мог ничего сопоставить. Можем оставить здесь одного игрока. Вторая позиция вверх-вниз. Также прокинули себе смог топ-кон. Здесь мы проходим. 2 варианта есть. Первый вариант: вы можете как бы зайти сюда без флешки, но лучше всего перестраховаться по возможности и попросить флешку. Если же ее нету, не забываем правильно распикивать. То есть сначала плечиком забайтили. Если чел где-то находится здесь, он, скорее всего, у вас выстрелит, и дальше вы уже можете распикивать. Здесь можно разбайтить по ближнему углу. Если же вы заняли вверх-вниз, то у вас уже как бы
картина ясна, да, то есть у вас есть вариант того, что вы как бы ключевое звено, которое продолжаете управлять уже своими тиммейтами, несмотря на то, что как бы общаться-то особо-то ни с кем и не хочется. Все, мы заняли либо коннектор, либо вверх-вниз. Если мы заняли вверх-вниз, два варианта. Мы можем либо развернуть своих чижиков на Б, да, при этом мы должны знать, что у нас здесь игрок играл в подвале, наш крайний игрок, да, ну, если у нас, например, 3 мидл 1-1, то, соответственно, есть шанс того, что здесь подожмут. Но на фейсе это происходит редко, да и, в принципе, Б-опорник не так часто поджимает, но мы к этому тоже вернемся. Все, вы стягиваете этих игроков, троих с мида, если все выжили в идеальном раскладе. Даже можно двоих и потом снуться с базы, с ковров, с ямы, не имеет значения, игроков на Б. Когда начинается выход Б, здесь же мы просто выходим и играем после них. Здесь весь фокус на них. Размен, ну и дальше доигровка раунда. Также с коннектором мы можем оставить здесь одного-двух игроков. Один может остаться здесь в крысу, может как-нибудь, не знаю, вот так вот встать, еще как-нибудь. Также и вверх-низе игрока можно оставить. Мы стягиваем большинство по возможности, опять же, в крайние точки. То есть отсюда мы игрока цеплять не имеем права, потому что он здесь играет отрезающего. То есть он в теории может стянуться на Б, но вы должны понимать, что это очень долго, это информация, это потеря времени, и дальше, скорее всего, вам будет очень сложно выйти. То есть, например, если мы оставляем игрока вверх-низе, его задача следующая. Во-первых, когда он стоит здесь, многие игроки при выходе о базу, они бегут, сломя голову, волосы назад так просто летят. Здесь мы уже видим тень, плюс еще слышим. Убиваем, отрезали, все хорошо. Запрыгнули наверх, здесь также мы можем отрезать, если что, в случае чего, джангл, да, при выходе. Также, если вдруг у нас, опять же, ситуация 5 в 5, условно говоря, и мы все выжили, то игрок коннектора также может здесь оставаться в крысу и после выхода базы начать играть после них, либо же попросить флешку из ямы и сыграть здесь первым, а вверх-вниз мы оставим на доигровочку. Ну и отсюда также игроки выходят на точку. Это ключевые такие вот две позиции, с которых вы можете разыгрывать, с которых вы можете управлять своими тиммейтами и направлять их в определенные точки и в определенные позиции. То есть вариантов, конечно же, много. Можно и остаться и сыграть через коннектор втроем, там не имеет значения. Можно двоих закинуть в коннектор, там, я не знаю, дать импровизированную флешку над башкой, и два игрока просто выбегут тут сюда лево-право и начнут здесь всех колотить, плюс присоединится крайний игрок. Первый дефолт у нас это более такая активная часть, да, это когда мы сразу дали смоки, выбежали, если нам здесь позволяют играть, и начали уже продавливать все ключевые позиции, вверх-вниз, ладер, также бусты в окно, это все понятное дело, смоки обновили, зашли под флешечки, все отлично и так далее. Это вот вещи, это как бы такой быстрый дефолт. Также можно сыграть вдвоем, например, 2 мидл, 2 подвал, быстро, и в этом ничего страшного нет. И есть у нас вариант медленного дефолта, это такой эдакий ретейк мида можно будет дальше играть. То есть есть вариант того, что мы скидываем смок окно раз, и больше ничего не скидываем. Например, мы знаем, что игроки поджимают, и как бы нам нужно их подловить. Мы можем поставить авик сюда, на выход из Б-дома, второго игрока либо сюда в гости, либо встать ему сюда спиной. То есть, если, например, авик мажет, это, конечно, плохо, но если такое случилось, этот игрок разворачивается, который антифлэш стоял, и здесь начинается уже стрельба, индивидуалка, размен и все такое. Это если мы хотим подловить игрока, который пушит мидл. Но в целом, для чего играется медленный дефолт? Опять же, антираж подловить какого-нибудь касатика, который хочет на тебя подбежать, тем более, если это фейсы, да, как бы там люди просто бегают. Плюс это можно выманить гранаты благодаря своим, то есть дали смог окно, дали одну флешку или там, я не знаю, моли коннектор в самом начале, там уже тут прилетает смог, они тушат, тут хае развей, здесь что-нибудь еще, флешка зиги, флешка абазы, и вы уже понимаете, что гранат таки осталось не очень много, и плюс еще экономика там могла пострадать, и вы как бы принимаете решения определенные, да, что с этим делать. Поэтому мы вот переждали определенный тайминг, дальше мы можем попросить кого-нибудь из тиммейтов, либо сами даем смог окно, про который мы уже ранее говорили. Можно также добавить смог коннектор, да, при ретейке мида, и можно своих же чулов, если вы хотите там выпустить там под какие-нибудь там, я не знаю, флешки самые элементарные, за спину ВПшки. Все, здесь толпой выскочили, разменялись, пострелялись, делали все то же самое, что было до этого. Также можно на этом ретейке, опять же, послать двух игроков в подвал, то есть один может смотреть сюда, другой ждет контроль
типа дома, и когда готовы ретейкать, они подходят уже ближе и вместе со своими тиммейтами вот так вот выскакивают, и здесь начинается волна размена. Конечно, может прийти авик, но это уже по ходу событий вы сами будете понимать, что вас, где вас и когда вас. Так, это у нас небольшой такой был рассказ про мидл, то есть да, не забываем, что это не панацея и не нужно это делать из раза в раз стопроцентно вот так, как я показал. То есть я делюсь с вами какими-то определенными вещами в режиме такой небольшой импровизации. Возможно, то, что знаю я, то, что знают многие, но не знают также игроки самые обычные, которые просто привыкли играть в игру, у которых там может быть хорошая механика, хорошая стрельба, но при этом они не понимают, что происходит. Дальше. Есть у нас ключевые также игроки, которые стоят по краям. Чем вообще они здесь должны заниматься? То есть, первое, мы все знаем, что игрок, который играет в этой части карты на фейсите, часто просто могут бежать вот так вот сквозь молик, выходить, стреляться. Либо же здесь у него есть вариант, если игрок кидает плохой молик, запрыгнуть и за счет своей стрельбы дальше выйти, да, поиграть в этих территориях, найти энтри и дальше уже доиграть. Но в целом игрок ковров и игрок ямы, крайний игрок, он такой легкий универсал, он крыса такая, знаете, талая крыса. Он слушает, то есть начинается у нас замес на меду. И если же, например, размен в нашу пользу, в любом случае, он может услышать перетяг КТшника, то есть либо он с тикета перебежит на искру, и в этот момент он может просто, находясь здесь, выйти его на широком, убить, упасть сюда и занять точку, сказать: пацаны, чисто, давайте ко мне. Либо же, когда у нас выход с ямы будет, то же самое, он выйдет здесь на широком и кого-нибудь подразменяет. Например, часто игроки в поздних таймингах, иногда точнее, могут находиться в такой позиции, там, я не знаю, если чел вот так сидит, то это 100% упадет. Ну, то есть в позициях, где он смотрит яму. В этот же момент, когда он слышит размен, игрок ковров выходит, сносит одного, если что, сносит второго, третьего, четвертого, пятого, десятого. Понятное дело, что есть угроза, это голова, есть игрок в джангле, который с авика может быть, да, в принципе, да и здесь тоже. Но если это рифлы, то в смысле, в принципе, голова также может снестись. Этот игрок больше всего боится авиков на дальних позициях. Этот игрок также может испугаться вот этого игрока, который стоит в крысу. Ну и плюс этот игрок также может докинуть там, я не знаю, обычный такой молик, вот эти вот скриптовые молики с этих позиций. Благодаря тому, что происходит на миду, он слушает, анализирует и также может по ходу событий игрокам с вами сказать: мужики, вы либо возвращайтесь ко мне на плюс, либо быстренько продавливайте кон, потому что игрок находится здесь, мы типа зайдем и сыграем. И также мы, конечно же, не забываем про индивидуальный скилл. То есть не только игрок с края, да и неважно, на миду, не имеет значения. Индивидуалка в чем заключается? В том, что вы можете рискнуть, взять ответственность на себя и выйти в точку, например, ситуация 5 в 5, и вам не нужно зажидать ни разменов, ни какой-то либо информации. Вы можете это сделать на чуйке, но при этом вы должны давать себе отчет, что если вас убьют, то как бы все, вы в меньшинстве, уже грустно, вы потеряли территорию, клочок земли. То есть да, это как ковры и яма, скорее всего, потому что по вам должна быть информация, что, скорее всего, вы играли здесь один, но и чаще всего так происходит. Поэтому тут нужно быть осторожным. Но, что я подразумеваю под этим? Бывают моменты, когда вы часто приходите в свою позицию, и вы, например, слышите, что игрок, например, поставили игрока на фейсте, который не умеет играть на абайзу, говорят: прыгай, больше ничего не делай. И вся правая, и вся сторона в правой части карты от вас сражается. На миду, в зиге, там где угодно. И вы понимаете, что вы его слышите, ситуация 5 в 5, вы вот так вот делаете, бэмс, убили, заняли, и все готово, добрый вечер. То же самое это касается игроков на миду, то есть когда можно дойти до зига либо под флешку, либо без, либо же здесь вы где-то услышали игрока, вы такие: оп, решили здесь открыть точку и говорите: все отлично, гоу-гоу. Вы понимаете, что два варианта: либо вы убили, встали, либо вы стип-оп скомбинились, сыграли. Также про крайнюю позицию на базе Б. Здесь этот игрок либо он ходит в подвал, если же с ним никого нет, либо же он туда не ходит и остается играть под Б. Что мы можем здесь сделать под Б и как это вообще происходит? Мы можем прибежать вообще для прикола, скинуть одну флешку, чтобы немножечко зафанился игрок зиги и вернулся, либо же мы здесь стоим издалека, можем с подвала, то есть мы осторожно играем, чтобы от ранней агрессии подвала, то есть мы вообще можем прийти, прочекать и отойти.
чтобы, потому что некоторые игроки прожимают, как я это делаю, бегут, и здесь можно поймать чувака, который завтыкал. С первый тайминг мы аккуратненько, если мы не собираемся играть быстро, сыграли от поджима. Дальше мы можем встать так и просто начекивать игроков, которые будут поджимать базу Б. Добежать сюда, забайтить на гранаты. И если что, в случае чего, в поздний или в средний или в начальный тайминг мы можем скинуть вот такой вот смог. И этот игрок ничем не отличается от игрока, который находится в аковрах. Он может дойти до ближней позиции либо в начале раунда, либо в середине раунда. Да, не переживай. То есть в начале раунда я вот на фейсте опорников проверяю следующим образом. Я прихожу, либо запрыгиваю наверх, либо снизу, ну лучше наверх по возможности. Ну как бы сразу понятно по звуку даже иногда, как чел прыгает. Либо ты хотя бы один раз заметишь, ты понимаешь, что ты его можешь сломать и поймать в следующем раунде. То есть ты можешь прибежать, если ты не переживаешь за авик, поймать чувака на фейсте, который вот здесь прыгает. Очень плохо. Ты либо занимаешь позицию быстро, либо же ты остаешься в Б-доме, у тебя преимущество, КТшники начинают двигаться, КТшники начинают переживать, что у них тут образовалось свободное пространство, игрок Зики может тянуться, и вы благодаря вот этим вот энтрикам начинаете пользоваться преимуществом своим большинством. То есть, да, после того, как мы убили КТшника, у нас есть опция дергать, раскачивать карту. Мы можем делать еще, в принципе, все что угодно. Защитники уже, ну, вы сами знаете, когда у вас чел где-то в крайней точке падает, вам уже чуть-чуть, ну, дискомфорт вы испытываете, потому что вам приходится смотреть больше. Вы больше за что-то переживаете, что может быть слева, справа, сзади. Соответственно, такие вот моменты, это очень важно за этим следить. То есть Б-игрок, он может поймать вот этого игрока, также он может использовать молик под себя и выкурить игрока справа. В случае чего, также, если игроки мида захотели пойти на зик, да, то этот игрок тратит, опять же, молик, можно здесь поискать вот этот вот молик, который будет гореть и здесь, но в основном там, я не знаю, можно прокинуть такой базовый, но лучше найти два, которые горят в случае чего. И дальше он уже помогает своим чувачкам здесь доиграть. И, опять же, не забываем про что я говорил, про индивидуальный скилл. Вы понимаете, что здесь либо касатик прыгает, либо вы просто понимаете, где он находится, а игрок Зиги далеко. Вы, например, решаете взять дуэль, вышли и заняли базу Б, либо же позвали игрока в начале раунда с мида, который играет в ключевом звене, говорите, хочу флешку Б. То есть, да, встали как, ну, все знают, Магнолия, да, либо с теком выскочили, когда бабок нету, и выиграли раунд, либо же вы просто стоите с калашом, и вы понимаете, что вам нужна флешка, и что вы его подловите. Попросили флешку, бум, убили, все. Здесь заняли, спокойненько, и дальше вы игроков своих либо позвали к себе, либо же здесь вы играете такой, скажем, приманкой, которая может выиграть время, и команда примет решение, что делать дальше. Дальше. Также мы должны понимать, что если у соперника мало денег, пистолеты, все плохо, все ужасно. То есть на фейсте, понятное дело, все любят вот это вот. Выиграли пистолетку, у них 3700, взяли себе калаш и побежали против пистолетов файтиться. И получается, что у нас? Здесь у нас забыли дать смог в окно, либо шальная сдигла, либо скаут. Там другой пошел в коннектор, в соло упал. Решил играть игрок ковров, упал. Игрок ямы пошел, упал. И в итоге пистолетку, которую, например, мы забрали 5-0, по сути, нам особо-то и не нужна была, потому что люди решили сыграть на себя, люди решили сыграть с калашами и все, слить типа не героя, набить стату. В таких случаях есть два варианта. Вы берете, опять же, на себя ответственность и предлагаете сразу что-то сделать. В большинстве случаев, во-первых, наверное, не стоит разделяться на форсах, да. Ну, в принципе, можно сплитить точки. 3 плюс 2, 3Б, 3Б, 2 зик, или 3 зик, 2Б. Или же то же самое, там, 2 ковры, 3 яма, или 1 плюс 4. И поэтому мы можем либо же встать на гранаты, раскинуть, и сделать экзекьют, то есть смог сюда, смог сюда, смог сюда. Если у нас хорошая экономика, у нас там мы взяли гитары и все такое, то есть на фейсе тоже это можно всегда легко заколить. Далее молик, молик, молик. Все, вышли спокойненько, выиграли раунд. Если же у нас не получается договориться со своими ребятами, что мы хотим сделать экзекьют, ничего страшного, вы просто уверенно говорите, ребята, go, просто контакт А, там, я не знаю, скину гранату, вы скидываете смог на КТ, говорите, я вам дам флешки лампы, вот эти вот самые элементарные, простые, и все, и чуваки начинают играть. Да даже можно без гранат это все сделать. Просто выходите, если у вас стрельба позволяет, и вы понимаете, все, у вас хороший префайр, вы должны понимать, что опасность. Шальной дигл здесь, если регнет скаут, шальной дигл здесь, все, больше нет особых опасностей.
Тут у нас игрок в коврах доходит до ключевой позиции, он понимает, что его могут убить, если он кидает молик под ковры, то есть, ну, это здорово, отлично. Здесь чувак выбегает на вас, вы контактом здесь выходите. Если кого-то убили, все, дальше также все элементарно. Вы можете, опять же, докинуть всякие, не знаю, смоки, задымили джангл. Вы понимаете, что слева никого нету, если у вас нет гранат, все, вы просто говорите, го, убьем право. Выходите, убили правую сторону, готово, поставили бомбу. И также с Б-базой. Когда мы выходим на Б, то есть мы можем сыграть мидл и вернуться под базу Б. Также молик, какую-нибудь флешку там от Зиги, выходим на балкон, падаем, ключевые позиции убиваем. Давайте поговорим о постпленте. Это что значит? Это мы поставили бомбу в одну из точек, то есть мы поставили бомбу либо на Fnatic, либо мы поставили бомбу на Искру, либо бомбу на Default. 3 основные дефолтные позиции. Давайте разберем позицию дефолта. Если же мы вышли впятером в точку, мы не должны здесь толпиться. Один криндель или двое должны пойти отходить, оббегать. Потому что когда атака находится в большинстве в точке, им, ну, как бы дискомфортно. Позиции все заняты, не знают, что сделать, и нужно что-то предпринимать. Когда мы ставим бомбу дефолт, одни ключевые позиции, то есть мы можем занять позицию между, да, когда вот так вот мы понимаем, что если игроки с КТ, то есть мы убиваем здесь мы можем танцевать. Одна из позиций для доигровки клатча и в целом для ХЛП это позиция ковров, мы можем захалдить голову, либо же сыграть здесь вторым номером, когда уже будут выходить слева, и по инфе мы можем просто выйти на широком и сбрить у чуваков в дефолте. Также есть игрок, который будет находиться на тетрисе и в яме. И также есть интересные темки, можете это запомнить. Игроки есть с флешками, вы можете игрока поставить одного в яму, одного в ковры, если есть такая возможность, и чувака с флешками сюда. Как только выходят игроки в сайт, вы говорите вышли, и просто верхом накидываете либо такие, ну вот поглубже, да, либо вообще можете над коврами швырнуть, но лучше вон туда просто вперед. И в этот момент, когда придется ретейк, КТшники могут на это не среагировать, выходите и убиваете. То есть в таких моментах главное занять ключевые позиции, не толпиться и договориться, кто где играет каким номером. То есть игрок в коврах также может сыграть первым номером, но в основном это второй номер, который, опять же, на хелпе, он также выполняет свою роль, как и в начале игры, грубо говоря, люрк, про которого даже могут знать, но вы должны понимать, когда здесь происходит ретейк, вот, например, есть инфа ковры, но им надо еще чекнуть здесь, чекнуть здесь, чекнуть здесь, чекнуть здесь. И каждый раз, пока они вот это пробегают, они боятся вот за этого вот чувачка-червячка, который может выйти и кого-нибудь сгрызть. Либо одного сгрызет, спрячется, и все, и будет 40 минут там стоять. Либо же он под конец выйдет, сыграет, либо же вообще не выйдет. Такое тоже может быть. Дальше, когда мы ставим бомбу на искру, то есть мы можем поставить здесь, мы можем... Самое идеальное в дырку, там, ну так, в общем, в любом случае, главное, чтобы бомба стояла в эту сторону. Отсюда мы уже можем доиграть. Как мы доиграем? Вспоминаем, что мы могли оставить игрока на верхнизе, поставить бомбу вот сюда. Соответственно, вот этот вот игрок у нас сидит в крысу, убивает вот здесь перетяг, если она есть. Этот игрок у нас может убить в крысу вот здесь, вам помочь с перетягом. Соответственно, мы понимаем, что у нас есть вон там сухарик, который нам также может помогать. И здесь, по возможности, все, мы можем, опять же, отошли в ковры, отошли в яму. Здесь много файта не принимаем, потому что ситуация там, скорее всего, 3 в 3. Если это 5 в 5, скорее всего, это победа. И главное не отвалиться, потому что когда игрок вверх-низе, это самый такой мерзопакостный чел, которого сложно пробить, выбить и так далее. Ну и, конечно же, бомба Fnatic плюс-минус здесь то же самое. В чем вообще заключается бомба Fnatic? В том, что можно еще что, с коннектора доиграть, если у нас там есть люди. Плюс, это в принципе не дефолтная такая позиция. Здесь могут нашить, но не так часто нашивают. Ну, в общем, просто бомба, когда вы говорите Fnatic, все понимают, где это. И позиции плюс-минус все одни и те же на самом деле. То есть это ковры, яма, тетрис между, и под коврами можно встать. Когда мы занимаем эти позиции, мы должны понимать по информации, где находились соперник, где они находятся и где будут находиться. Встать в лучшую позицию. Если мы понимаем, что справа никого нет и все КТ, вы можете вот так встать. Я не знаю, ну вот, стоите возле дефолта, вы понимаете, справа никто не убит. Выходят КТшники, трынь, спрятался. Если выходит справа, трынь тоже. Здесь можно очень много тоже мансить. То есть можно и вот так еще убивать, просто на отца встаешь, убиваешь. Если вот так вот это не нужно, здесь вот так угол срезали, сыграли, да. То есть мы понимаем, что если ситуация плохая, но мы встали, например, на между, и даже если игрок с головы будет идти, опять же, он боится ковров, он боится дефолта, он боится апекса и игрока с ямы. Выходит дефолт, трынь убили, все, дальше здесь уже также можете
распикиваться, размениваться. Дальше, база Б у нас. Здесь также. Мы поставили бомбу, какие ключевые позиции. То есть моя любимая позиция — это позиция Фореста. Ты можешь здесь, ты универсален, ты здесь пострелялся, можешь прифануть окно, угол зига, можешь вообще здесь спрятаться, главное, чтобы ствол не торчал через текстуру, да, то есть можно доиграть здесь раунд. Дальше можно встать в теории на позицию тачки, но мы понимаем, что кухню мы вряд ли можем пикнуть, потому что там может быть авик, и в принципе не так комфортно, но мы можем это сделать, и также мы боимся игрока с Б, который к нам придет и по усам нам может надавать. Но почему нет? Если встанем так, то скорее всего мы открываемся на зиг, на мейн и на бадом. Есть позиция 90 идеальная, когда выходят с кухни, здесь добрый вечер, мы убиваем здесь, после этого может играть игрок с ракетой, он говорит, я по тебе откроюсь, игрок 91 контакт ловит, ты выходишь, убиваешь здесь в бок, если что, можешь здесь подразменяться также. Также, если игрок с зиги бежит, здесь также фрифраг. Здесь также фрифраг, скорее всего. Очень хорошая позиция, сильная, но не забываем, что мы должны понимать, когда это делать, зачем это делать. То есть, если очень много игроков осталось в живых, вы понимаете, что если вы займете эту позицию, вас растерзает. То есть, например, свободно выйдет игрок с мейна, он знает, что игрок с мейна, что вот здесь нету, и все справятся. Ну, естественно, вот. Вот префайр. Вот префайр, мы уже здесь падаем. Но это очень сильная, хорошая позиция. Также мы можем встать в угол зиги, если мы играем от зига и от б-дома, и от кухни, если мы знаем, что может выйти, но нам все равно надо встать вот так вот, и наши чуваки там также прячутся. Можно поиграть. Также иногда в зиг, если кухня контролится, можно встать так, дабы отжать игрока, который бежит с базы. И, конечно же, б-дом как б-ковры. То есть у нас есть авик, который может забрать вот сюда. У нас есть игрок, который здесь также, в принципе, может доиграть, если вдруг у него остался молик, он может попросить его молик в дефолт. Может сыграть по окну по 90, если что. Ну и, в принципе, здесь отсюда тоже можно доиграть. Например, когда вы ставите бомбу дефолт, можно какими-нибудь вот такими вот прыжками проверять, дефузит или нет. И бомба у нас в основном ставится либо в дефолте, либо бомба ставится под зиг. Если бомба под зиг, тут чаще всего доигрывается 1 в 1, либо 2 в 2, что-нибудь такое, да, когда вы можете, там, если еще размансить там, пофейковать вот эти вот приколами, но базовая бомбочка это дефолт, и позиции здесь в принципе такие же соответствующие. Также мы, конечно же, не забываем про то, что можно пройти в кухню, в тайминг, либо попросить флешку от своих игроков, которые находятся в сайте, и здесь под нее выйти сыграть, либо же после того, как, например, авик словил контакт, бам, вы на широком выходите, здесь убиваете игроков, либо же вы просто слышите, что идет ретейк, люди начинают что-то кидать гранаты, про вас уже все забыли, как это часто бывает, ну и вы всех съели. Ну и хорошая позиция, если есть опция занять заранее, вот так вот садитесь. Соответственно, игроки, которые бегут, они про это чаще всего забывают, не видят, и вы здесь либо убиваете одного, либо убили, отошли, вышли, дальше пострелялись, либо ушли. Но всегда помним, что если вы в преимуществе, желательно вам не надо ни стреляться, ничего. Ваша задача чуть-чуть подпустить по возможности и доиграть уже по таймеру просто бомбу среди разменов. И еще одно из самых ключевых вещей в Counter-Strike, которые люди ни хера не понимают. Если вы в атаке и вы поставили бомбу, если вы остались 1 в 3, если вы остались 2 в 4, то есть вы остались в меньшинстве, причем таком плотном. Когда вы в меньшинстве, нужно что-то делать где-то в 85% случаев. Потому что, например, когда вы поставили бомбу в дефолте, Fnatic или Искру, не имеет значения. Если же вы после того, как поставили бомбу, просто вот так вот встали в две позиции, не комбиня с друг другом, или там вообще ничего не делая, просто такие... То есть КТшники приходят, раскидывают гранаты, и происходит ретейк. И вы падаете. Вы либо даете 1 фраг, либо вы даете 2 фрага, но раунд вы проиграли. Соответственно, чтобы такого не происходило, и чтобы как-то уравнять шансы, в такие моменты нужно включать БК. Идти, и пока что КТшники, вот как раз таки вот эта стадия перетяжки, пока они там договариваются, что-то мутятся, на неждан занимаете либо гиперагрессивную позицию, да, благодаря которой вы можете дать 1-2 фрага, либо же вы просто можете на мужика бежать на плюс-вей и ловить челов, которые отделились, да, то есть по одному в окно кто-то запрыгнул, здесь кто-то решил запрыгнуть, или кто-то вас в зиге хотел пикнуть, вы бам убили. Также со своим тиммейтом комбинитесь. Это либо делают сразу 2 игрока, вы поставили бомбу, пошли пробивать, например, КТ, пытаться найти себе халявные фраги, найти размены. Просто держите это в уме, что нельзя при поставленной бомбе в большинстве случаев ничего не делать. Когда игрок в атаке или в защите выигрывает 1 в 5 там, или 2 в 5, скорее всего,
также в большинстве случаев ошиблись соперники, потому что сделать ты все просто. Есть момент, когда можно челам вытащить шнур от клавиатуры, они вот так вот АФК встанут, и они выиграют раунд. Включена клавиатура, они проиграют раунд, потому что бывает вот это вот повязка Рэмбо, зажала, я хочу фрагов, я побежал стреляться, он же один, что тиммейты не могут разменять, и все в этом духе, да, то есть, опять же, запомнили, поставили бомбу, пошли искать размены, замесы и так далее. Конечно же, давайте поговорим про информацию, в принципе, на сервере, на карте. То есть у нас еще, скорее всего, будет ролик о том, как ее правильно давать, но вы должны понимать, что вот чем больше вы играете, тем лучше вы должны, в принципе, играть. То есть, да, конечно, это, возможно, не будет там какой-то профессиональный уровень. Кто-то играет просто для кайфа, для удовольствия, но в любом случае ты чуть-чуть прогрессируешь, потому что ты привыкаешь что-то делать, да и, в принципе, если ты вдруг что-то узнаешь новое. Как пользоваться информацией на карте? Когда вы даете информацию, у игроков должна в голове складываться картинка. Зачастую, например, вот 3 игрока стоят в миду, они говорят: у меня игрок в окне, я видел Зи, у меня есть игрок коннектор, и игрок с крайней Б говорит: у меня есть под Б. Значит, соответственно, вот этот вот крендель, который в коврах у нас, он понимает, что здесь где-то один, и при этом он услышал, например, гранаты. И благодаря информации он может выйти, взять дуэль, тем самым зайти на пустую точку. Соответственно, то же самое и на миду. Игрок Б-базы может сказать: у меня двое, Зиг чисто. Игроки с мида понимают: ага, мы должны задымить вот это, и, ну, уже второй раз, да, мы должны задымить это, можно даже не дымить, и значит можно пробежать Зиг. То есть информация — это ключевая вещь, благодаря которой и атака, и защита набирают свои раунды. Возможно, для атаки в моменте это даже еще больше важно, чем защите, поскольку ты должен чувствовать, что ты хочешь сделать и как это сделать. Соответственно, по информации, опять же, вы можете убить какую-нибудь точку. Пару секунд назад вам сказали, что джангла нету, там игрок под коврами, а вы голову убили. Ну все, вы бам, и вы понимаете, что надо сделать. Вы полетели убивать этого игрока. Старайтесь не молчать. Каждый раз озвучивать все, что происходило на карте. Так, ну что, ребят, надеюсь, вам это понравилось. Все, что было здесь рассказано, больше такая мини-импровизация. Мне хотелось донести для вас информацию максимально простым, обычным языком. Те, кто досмотрел до конца, вам большое спасибо. Не забывайте поставить лайк под видосом и пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось и что нужно добавить для того, чтобы в дальнейших роликах, которые будут выходить, я смог для вас более детально, более точечно донести какую-либо информацию про перетяжки, про ротации и все в этом духе. Поэтому вам большое спасибо, опять же. Давайте, атаку вам рассказал, ну и дальше у нас будет защита, поэтому обнял, приподнял и жду на видосах и у себя на стримах. Пока!